Без его белоснежных башен, парящих над городом, невозможно представить панораму Лиссабона. Монастырь Сан-Висенте-де-Фора – одно из красивейших сооружений португальской столицы. И, пожалуй, одно из наиболее любимых самими португальцами, ведь это место, где случались чудеса. Большинство, конечно, только легенда. Но кое-что абсолютно неоспоримо. Сан-Висенте-де-Фора – одно из тех мест, где началась Португалия. Монастырь этот был заложен на холме, который мы сейчас называем Грасой, сразу после захвата Лиссабона 21 ноября 1147 года. Таким образом, король Афонсу Энрикеш исполнил обет, данный перед битвой. В случае победы построить две церкви, что станут духовной опорой его новой столицы. Одна, церковь Санта-Мария-Майор, известная сейчас как Кафедральный собор Се, была возведена в городе, другая, в каком-то смысле более масштабная, за его стенами. Строить храмы и монастыри за чертой города было необходимо для расширения границ Лиссабона, поэтому Афонсу и епископ Гастингс учредили несколько приходов за городскими стенами. Отсюда и приставка «фора», которая означает «вне», вне городских стен и вне юрисдикции лиссабонского епископа. Кроме того, по задумке короля, сооружение должно было быть настолько грандиозным, что просто не могло уместиться внутри городской застройки. Афонсу Энрикеш хотел что-нибудь вроде миланской базилики святого Амвросия, мощного строения в ломбардо-романском стиле. Это подчеркнуло бы роль Португалии в христианской реконкисте и ускорило бы процесс признания независимости страны Святым Престолом. Существует и еще одна версия появления этого фора, но о ней мы поговорим чуть позже. Монастырь было решено построить на месте старого вестготского кладбища, конечно, христианского, ведь вестготы, владевшие Иберией на протяжении почти 200 лет, до завоевания в 711 году Лиссабона мусульманами, исповедовали христианство. Во время осады города на этом кладбище хоронили погибших в битве тевтонских рыцарей-крестоносцев, из тех, что, направляясь в Святую Землю, сделали остановку в Лиссабоне, чтобы помочь отбить его у мусульман. Место более чем сакральное, идеально подходящее для нового монастыря. Покровителем строящегося монастыря был выбран святой Викентий, Сан-Висенте. Во-первых, этого раннехристианского мученика времен императора Диоклетиана глубоко почитала мосарабская община Лиссабона. Это христиане, жившие на Пиренейском полуострове во времена владычества мавров. То есть культ святого Викентия подчеркивал, что земля эта всегда принадлежала христианам, и Афонсу Энрикеш и не отнял ее у мавров, а лишь вернул законным владельцам. Во-вторых, святой Викентий был почитаем на всей территории Европы. Например, старейшая церковь Парижа, ставшая впоследствии главной церковью аббатства Сен-Жермен-де-Пре и пантеоном королевской династии Меровингов, была построена для хранения туники святого Викентия. Афонсу Энрикеш не мог не думать о пантеоне для своей будущей династии. В этом смысле Сан-Висенте хорошо вписался в концепцию королевского святого. Ну и, наконец, главная причина – географическая. Дело в том, что мощи святого Викентия находились в Алгарве, на мысе, впоследствии названном его имени – мысе Сан-Висенте. И вот она, еще одна версия происхождения приставки «фора». «Де фора» может означать «снаружи», «извне», святыня, находящаяся вне пределов христианского мира. Ведь на момент завоевания Лиссабона область Алгарве находилась под властью мавров. Какая мощная мотивация для продолжения реконкисты – завоевать Алгарве, чтобы вернуть христианскую святыню. Собственно, по этой причине святой Викентий был назначен не только покровителем нового монастыря, но и всего Лиссабона. Вы можете сказать, что король мог бы заставить своих подданных воевать. Но положение Афонсу Энрикеша было тогда довольно шатким. Святой престол еще не признал его королем, а всего лишь герцогом, да и саму Португалию Рим, единственный авторитет в признании государственности, именовал тогда не государством, а только землей. Поэтому Афонсу сделал ставку на поддержку местного населения, что означало не подавлять, но вдохновлять. Поднять на щит дальнейшей борьбы с мусульманами необходимость вернуть мощи святого покровителя Лиссабона. Это был мудрый и действенный королевский шаг. Не считая, конечно, выгод, которые сулило завоевание богатого юга. Алгарве процветал под властью мавров. Но это уже другая история. А для нашей важно то, что в 1173, по другим данным 75 году, мощи святого Викентия были перевезены в Лиссабон и помещены в монастырь, носящий его имя.
Первый храм, построенный при Афонсу Основателе, был, согласно хронистам, довольно примитивной постройкой. Изображение его не сохранилось, но можно предположить, что амбициозное желание короля воздвигнуть нечто грандиозное удовлетворено не было. Строили быстро, поскольку после 1175 года монастырская церковь стала местом паломничества. Люди со всего Пиренейского полуострова устремились в Лиссабон, чтобы поклониться обретенным мощам святого Викентия. Кроме церкви и монашеских келей, на территории монастыря построили больницу с постоянным лекарем и так называемый албергариеш – жилища, в которых останавливались паломники. Слово «албергария», кстати, происходит от глагола «албергар», буквально «давать приют», «приютить». А сам принцип размещения можно, пожалуй, считать прообразом современных хостелов. Португальский хронист Николау де Оливейра в своем труде «Livro das Grandezas de Lisboa», опубликованный в 1602 году, приводит имена первых настоятелей монастыря Сан-Висенте-де-Фора – Гудиньо Залема и Пайо. Все они приехали в Лиссабон из монастыря Сан-Салвадор-де-Баню, что неподалеку от Браги. Это были регулярные каноники-августинцы, духовные потомки тех крестоносцев-августинцев, что помогали Афонсу Энрикешу отвоевывать Лиссабон, и предтеча Августинского ордена, который станет особенно влиятельным в Португалии и открытых ею новых землях. Отдавая Сан-Висенте-де-Фора августинцам, Афонсу Энрикеш расплачивался за помощь в реконкисте. Едва ли не самый поразительный факт в истории монастыря. Нет ни одного свидетельства, что здесь когда-либо хранились мощи святого Викентия. Историки предполагают, что привезенный из Алгарве ларец с останками святого был помещен не в Сан-Висенте-де-Фора, а в кафедральный собор в Се. Однако в Государственном архиве Португалии хранится документ, косвенно подтверждающий, что как минимум в первые годы после обретения мощей они находились в Сан-Висенте-де-Фора вместе с мощами святого Туде, ныне забытого, но чрезвычайно почитаемого в XII веке мученика, который, как считалось, исцелял людей от приступов кашля. Однако уже через 2 столетия святой Викентий обрел свой последний покой в кафедральном соборе, где и находится по сей день. В первые десятилетия своего существования монастырь Сан-Висенте-де-Фора был сказочно богат. Ему принадлежали земли по всей Португалии, а специальная папская булла от 1184 года подтверждала его привилегии, в том числе освобождение от уплаты десятины. И вот тут возникает законный вопрос. Почему относительно скромный мужской монастырь в только что признанной далекой Португалии пользовался таким благоволением Рима? За какие заслуги его сделали фактически независимым от епископа Лиссабона и позволили не платить десятину? Ответ, очевидно, следует искать в политике папского престола, для которого проект Португалии был чрезвычайно важен. Ведь Рим поначалу сурово осудил сепаратистские настроения молодого графа Бургундского, будущего короля Афонсу Энрикеша, однако вскоре изменил свое мнение и начал оказывать бунтовщику негласную, а потом и вполне открытую поддержку. Афонсу Энрикеш был, что называется, всегда на связи с Римом, понимая, что без его поддержки никакой независимой Португалии у него не получится. Признание папы было предметом торга, и цена, которую Афонсу Энрикеш заплатил за свою корону и свою страну, оказалась весьма высока. Не только огромные деньги, выплаченные папе единовременно, не только большая ежегодная дань, которая в какой-то момент повысилась в 4 раза, но прежде всего немыслимые привилегии для католической церкви, в буквальном смысле ставящие Афонсу в зависимость от Рима. К концу царствования Саншу I, сына Афонсу Энрикеша, церковь была крупнейшим землевладельцем Португалии. Она была богаче короля и продолжала приумножать свои богатства, забирая себе завоеванные у мавров владения. Она скупала земли, получала их в качестве пожертвований, и в сущности это были богатства Рима. А если так, то зачем платить десятину самому себе? Управляемый зависимый монарх и огромные ресурсы, принадлежащие церкви, а следовательно и папе. Вот он, проект Португалия. Первым, кто начал его сворачивать, стал внук Афонсу Энрикеша, король Афонсу II. Он запретил церкви покупку земель, оставив, впрочем, право приобретения ее в частную собственность духовным лицам. Его преемник Саншу II запретил и это, и пошел еще дальше, наложил запрет на земельные пожертвования. За это он поплатился троном, но маховик был запущен. Португалия все более настойчиво пыталась освободиться от папских пут. Монастыри, особенно богатые и влиятельные, находились в центре политических интриг.
Можно сказать, именно в них в период реконкисты, которая закончилась для Португалии в конце XIII века, и делалась политика. Одним из таких монастырей, без сомнения, был Сан-Висенте-де-Фора. И потому в течение 3 столетий с момента основания он процветал, пользуясь привилегиями, которые, однако, волей португальских королей год от года сокращались. Но по мере того, как слабела в Португалии власть церкви, он утрачивал свое некогда первостепенное значение. Сан-Висенте-де-Фора так и не стал пантеоном бургундской династии. Афонсо Энрикеш был похоронен в Коимбрском монастыре Святого Креста. У лиссабонцев появился собственный народный святой Санту-Антонио. Святому же Викентию отвели роль официального покровителя города, и не более того. Монастырь постепенно ветшал и разрушался. В середине XVI века, на излете династии Авиш, его братья насчитывало всего 60 монахов. В 1582 году здание церкви, построенной при Афонсо Энрикеше, снесли и заложили первый камень нового храма. Нынешнее здание, которое является собой, возможно, лучший пример португальского маньеризма, было построено во времена испанского правления, так называемой Иберийской унии, когда Португалия на несколько десятилетий фактически утратила независимость. Проект разработали архитекторы Филиппо Терце и Хуан де Ирейра. Последний прославился работой над такими шедеврами, как Эскориал, площадь Пласа Майора в Мадриде и Севильский торговый дом. Непосредственно строительством занимался известный португальский архитектор Балтазар Алвареш. А заказчиком этого грандиозного проекта был внук короля Мануэла I Филипп. Король Испании, взошедший в 1580 году на португальский престол и оставшийся в португальской истории под именем Филиппа II, этот монарх из династии Габсбургов стремился подчеркнуть единение двух стран под одной, разумеется, испанской короной. Святой Викентий родился в Уэске, умер в Валенсии. В католической традиции именуется Сарагосским, то есть покровитель Лиссабона – испанец. Строительство, на которое были выделены значительные суммы, велось ускоренными темпами. Святой Викентий снова стал инструментом политического пиара. Как бы там ни было, в Лиссабоне появился еще один архитектурный шедевр, и после восстановления независимости в 1540 году португальские короли новой династии Браганса продолжали оказывать ему щедрую финансовую поддержку. В конце XVII и начале XVIII веков в облик монастыря было внесено множество изменений. В царствовании Педро II главным архитектором стал Луиш Нуниш Тиноку, который в 1710 году пригласил для росписи потолка прихожей известного итальянского мастера Винченцо Баккарелли. В 1716 было завершено строительство ризницы с великолепным интерьером в стиле маньеризм. В 1720 король Жуан V назначает главным архитектором Жуана Фредерико Лудовичи, который в это время руководил строительством дворца в Мафре. Самым заметным сооружением, построенным под его руководством, является великолепный барочный алтарь церкви Сан-Висенте. В этот период в монастыре создается прекрасная коллекция панно из азулежу, состоящая из 81 картины, на которые ушло почти 15 тысяч изразцов. Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года не пощадило Сан-Висенте-де-Фора. В церкви обрушился купол, восстанавливать который маркиз де Помбал не счел нужным. Вместо купола возвели деревянную крышу с 8 окнами, сконструировав ее таким образом, что изнутри создавалась иллюзия, будто купол существует. В 1765 году галисийский мастер Жуан Фонтанеш де Макейра построил великолепный орган, который до сих пор является самым большим в Португалии и одним из лучших в Европе. Орган можно услышать и сейчас во время концертов, которые проходят в церкви Сан-Висенте-де-Фора. 1793 стал годом, когда монастырская семинария, существовавшая к тому времени около 300 лет и поначалу обучавшая только будущих священников, расширила список предметов, добавив к обязательной латыни и теологии французский язык, философию, математику и даже экспериментальную физику. В 1834 году в стране прошла всеобщая церковная реформа, суть которой заключалась в том, что монастыри, а также вся их инфраструктура, включая больницы, школы, хосписы и любые другие заведения, функционируют до смерти последнего монаха, а далее поступают в распоряжение государства. Все их активы переходят в собственность национального казначейства. В католическом церковном праве это называется секуляризацией – конфискация монастырского имущества в пользу государства.
Сан-Висенте-де-Фора был преобразован в резиденцию патриарха Лиссабона. Во второй половине XIX века по приказу короля-консорта Фернандо I в бывшей трапезной монастыря был устроен пантеон династии Браганца, а в середине XX века в соседнем корпусе разместили патриарший пантеон. В 40-е годы 20-го столетия внутренние помещения монастыря были отданы только что созданному Лисеу Жил Висенте, первой средней школе, которую открыла Португальская республика. В 1995 по проекту известного ландшафтного архитектора Гонсало Рибейру Телиша перед входом в монастырь был обустроен уютный тенистый внутренний двор Патио деш Ларанжейрос. Несмотря на название, апельсиновый двор этот больше известен роскошными зарослями бугенвилли. Последние изменения в Сан-Висенте-де-Фора были проведены во время реставрационных работ в 2008 году и сопровождались громким скандалом. К этому времени потолочные фрески церкви пришли в негодность, старая роспись стала осыпаться. Церковь была закрыта для реставрации НЕПа после того, как с потолка рухнул кусок штукатурки весом больше килограмма. Государственная служба по реставрации памятников получила экспертное заключение, утверждавшее, что потолочная роспись значительно моложе самого храма. На основании этого заключения и было принято решение не проводить реставрационные работы. Они, будут необоснованными и увеличат расходы. Реставрация в итоге обошлась в 1,5 миллиона евро. Какая часть этих денег ушла на облицовку потолка монохромными плитами, неизвестно, но фрески были утрачены безвозвратно. Конечно, началось разбирательство, и Министерство культуры, выдавшее злополучное заключение экспертов, утверждало, что в нем не было ни слова об уничтожении фресок.